Глава 167. Хуачен изучил письменность Уюна благодаря собственной способности к познанию и логическому размышлению. Он мог понять смысл написанного, но, поскольку не осталось в живых никого, кто мог бы прочесть ему эти письмена, он не имел возможности сопоставить произношение с письменными знаками. Поэтому и не понимал тихого бормотания крысиных оборотней-подальщиков. Но при этом Селянь, который никогда не был на горе Тунлу, все понял. О чем же это говорит? Хуачен с первого взгляда на принца догадался, какие мысли его посетили, и тут же сказал: «ГГ, для начала, не волнуйся. Сейчас я повторю их речи еще раз, а ты послушаешь». Селянь отозвался: «Хорошо». Хуачен отличался прекрасной памятью, и когда они отошли подальше от гнезда крыс-подальщиков, сразу же смог точно воспроизвести услышанное. Селянь внимательно следил за движением его губ, слушая неторопливые и немного странные звуки. Древнее произношение причудливых фраз очаровывало звучанием, а низкий и красивый голос Хуачена лился ровно и спокойно, что делало речь чрезвычайно приятной. Однако спустя несколько мгновений внимательного слушания Селянь сказал: «Непонятно». А вот это уже весьма странно. Фразы, которые человеческим языком говорили крысы, принц понимал. А когда Хуачен повторил все то же самое слово в слово, понимать перестал. Но в момент, когда он понял разговоры крыс, ему не могло померещиться. Хуачен продолжил рассуждение: «Только что, когда ты услышал те голоса, ты понял их сразу, совершенно естественно, так, да. Тогда в моей голове ни секунды не происходило процесса перевода. Поэтому он и не ощутил, что слышит другой язык». Хуачен скрестил руки на груди, поразмыслил несколько секунд и произнес: «Ясно». «Что ясно? Ты распознаешь не язык, а эмоции погибших людей». Селянь вроде бы понял, а вроде бы и нет. Хуачен стал объяснять дальше, то есть когда-то, очень давно некто услышал голоса этих людей, понял их и запомнил. После чего каким-то образом передал тебе эти воспоминания, заразил тебя этими эмоциями, чтобы они проросли в твоей памяти. Но поскольку этот некто сам знал язык Уюна, он уже совершил шаг понимания, поэтому тебе и не понадобилось самому понимать. Эти голоса все время были спрятаны в глубине твоего сознания, а когда ты их услышал, сразу же воспроизвел те самые эмоции. Селяню показалось, что рассуждения Хуачена звучат весьма правдоподобно, и спросил: «Но вопрос в том, кто мог передать мне эти воспоминания и эмоции? И когда это могло случиться?» Помолчав, он пробормотал: «Советник». Хуачен возразил: «Не обязательно именно он. ГГ, ты уже допускаешь предположение, что твой наставник — выходец из Уюна. Но не думал ли ты вот над чем? Если это действительно так, стало быть, внутри горного чудища они должны были переговариваться на языке Уюна. Почему же этого не произошло, объяснить было несложно. Селянь заговорил: потому что государство Уюн погибло 2000 лет назад. Другими словами, за 2000 лет, если они в самом деле все это время жили на свете, чаще всего им наверняка приходилось пользоваться языком, на котором говорят последующие поколения. А при общении, что весьма естественно, они пользуются тем языком, которым владеют более бегло. Хуачен взял принца за плечо и произнес более убедительным тоном: «ГГ, не нужно все время уводить свои размышления в том направлении». Только теперь Селянь повернул тропинку мысли и сказал: «Хорошо. Саньлан, какие условия нужно соблюсти, чтобы заронить в чьем-либо сознании семена воспоминаний и эмоций? Условия может быть два. Первое. Ты должен безоговорочно доверять этому человеку и ни секунды не ожидать от него подвоха. А при необходимости даже согласиться следовать его указаниям». Поразмыслив немного, Селянь определил возможных кандидатов. Хуачен продолжил: «Второе. Ты не способен противиться ему, он должен всесторонне давлеть над тобой и вызывать глубочайший страх. ГГ, подумай как следует, нет ли среди тех, кого ты знал все эти годы, подходящих под какое-либо из этих условий». Селянь погрузился в раздумья, поколебался секунду, затем медленно произнес: «Пожалуй, таких трое». «Хорошо. Кто они?» «Первый из них — это советник». Принц глубоко обожал родителей, нисколько не ждал от них предательства,
но в глубине души все же не был согласен с отцом. Поэтому нельзя сказать, что он пожелал бы безоговорочно следовать указаниям родителя. Но вот советник, который привел его на путь совершенствования и научил принца всему, подходил под первое условие. Ответ принца не вышел за рамки ожидаемого. Хуачен спросил, второй, Селянь ответил. Цзюнь-у Селянь всецело почитал владыку, излишне упоминать, что и он тоже подходил под первое условие. Хуачен, судя по выражению лица, яро протестовал такому ответу, но все же не стал комментировать. А последний, третий, не соответствует первому условию, но зато подходит под второе. Хуачен прекрасно понял. Он мрачным тоном спросил, безликий бай, Селянь закрыл глаза, кивнул и прикрыл рукой лоб. «Не стану тебе лгать. Пусть я, кажется, ни перед кем не показывал этого, даже перед Фэн Синем и Му Цином, которые были со мной тогда. Я никогда не выказывал уныния. Но на самом деле глубоко в душе принц испытывал истинный ужас перед этой тварью. В какой-то период времени ужас его достиг такой глубины, что принца бросало в неудержимый озноб только при звуках имени. Однако Селянь не смел ни перед кем показать зародившееся чувство, даже самую малость. Поскольку он и представлял собой все надежды на противостояние безликому баю. И если уж ему страшно, другие и вовсе должны впасть в полное отчаяние. И сложившаяся ситуация стала бы полнейшим провалом Селяня, разумеется, сейчас все уже намного лучше. Хуачен крепче сжал пальцы на плече принца. Ничего. Вовсе не зазорно чего-то бояться. Селянь улыбнулся, просто недостает смелости, вот и все. Хуачен возразил, если нет страха, то не будет и смелости. Тебе нет нужды быть столь суровым к самому себе. Селянь от услышанного на миг застыл, Хуачен же продолжил расспросы, значит, только трое. Селянь кивнул. Иными словами, незаметно привить принцу воспоминания и эмоции людей Уюна, которые те переживали во время извержения вулкана, мог лишь кто-то из троих. Хуачен чуть нахмурился, будто бы погрузился в размышления, Селянь же, помолчав какое-то время, вдруг сказал, не только. Хуачен повернул голову. Что Селянь едва заметно сделал вдох и ответил, на самом деле их не только трое. Есть еще четвертый. Он соответствует первому условию. Но он наверняка не связан с воспоминаниями и эмоциями этих погибших. Теперь уже Хуачен окончательно развернулся к принцу. «О, откуда тебе это известно? Ваше Высочество, с этим человеком тоже связывают многолетние тесные отношения». Селяню подумалось, что многолетними их назвать нельзя, что же до тесных отношений. Сам принц считал их таковыми. Но в то же время ему было неловко об этом говорить, поэтому он ответил расплывчато, как бы то ни было. Возможно, ему я доверяю более всех, даже больше, чем наставнику или Цзюнь-у, как это. Селянь тихо кашлянул и, несколько смущаясь, ответил, стыдно сказать. Дело в том, что если я совершу какую-то непростительную ошибку или же навлеку какую-то страшную беду, от которой содрогнутся небеса, первым же, о ком я подумаю, наверняка будет он. К тому же, это немного другое доверие, нежели чем к моему наставнику или владыке. Принц не договорил, поскольку выражение лица Хуачена в тот момент показалось ему немного странным. Поэтому Селянь замолчал и нерешительно спросил, «Сань Лан». Только тогда Хуачен пришел в себя и, приподняв бровь, отозвался, «Ох». «Ничего, просто задумался кое о чем. Ваше Высочество в самом деле настолько доверяет этому человеку, обыкновенно он поигрывал бровью с истинным удовольствием или же подшучивая над кем-то, но в этот раз у него вышло не слишком естественно». Селянь кивнул. «Да». «Что-то не так?» Хуачен слегка склонил голову, поправляя серебряные наручи на рукавах, и, будто бы ему совершенно безразлично, ответил, «Ничего особенного. Но мое личное мнение. ГГ, тебе все-таки не стоит с такой легкостью доверять посторонним. Так будет лучше». Селянь после услышанного не был до конца уверен, понял ли Хуачен, о ком именно он говорил.
но при этом не решился выдавать себя еще больше и только коротко охнул в ответ. Однако после непродолжительной паузы все же не выдержал. «Сань Лан, ты не спросишь, кто этот человек?» Хуа Чен отозвался. Я? Раз уж ГГ ему так доверяет, и к тому же уверен, что он не имеет к происходящему никакого отношения, в таком случае спрашивать нет нужды». Селянь потер точку между бровей, а Хуа Чен сразу же добавил: «Но если ГГ сам захочет рассказать, Сань Лан с готовностью послушает». Его речи звучали вполне подобающе, но если Селянь теперь заодно расскажет ему, будет уже немного неловко. Будто бы принц сам подтолкнул его к вопросу, что это за личность такая, кому он более всего доверяет. И сам Селянь не мог различить, была ли это вежливость со стороны Хуа Чена или ему на самом деле безразлично. Как раз, кстати, вернулись призрачные бабочки, которые отлучались растерзать на кровавые клочки крыс-подальщиков. Малютки даже летели ниже к земле, словно яростная битва их утомила. Селянь поскорее вышел навстречу, протянул руку и усадил на нее особенно крохотную бабочку. «Спасибо за труды», — принц протянул руку весьма кстати, весь рой бабочек в воздухе замедлился, а в следующий миг, будто почуяв благоухающее лакомство, они, как обезумевшие, бросились к нему. Селянь, держа на ладони малютку, едва не остолбенел от удивления. Хуа Чен тем временем кашлянул, негромко, но различимо, и рой, вновь замерев на миг, послушно направился к хозяину. Касаясь серебряных наручий Хуа Чена, они сливались с вырезанным на нем узором в виде бабочек. Двое продолжили поиски Иньюя. Пройдя немного, Хуа Чен вдруг спросил: «Это ведь не Фэн Синь?» Селянь уже отвлекся мыслями на что-то другое, и вопрос застал его врасплох. «А что тот, о ком говорил ГГ?» Селянь тут же замахал рукой. Конечно, нет, кончики бровей Хуа Чена дрогнули. И не Му Цин, верно, по лбу Селяня скатилась капелька холодного пота, он замахал рукой еще быстрее. Это тем более невозможно. Но почему Сан Лан вдруг заговорил об этом снова? Хуа Чен с улыбкой ответил: «Я просто поразмыслил, и мне показалось, что этот четвертый как раз самый подозрительный. Поэтому, во избежание непредвиденного, все-таки попрошу ГГ рассказать мне, кто этот человек, с которым тебя связывают многолетние тесные отношения и которому ты болеевсово доверяешь». «Ты не против?» Селянь смотрел на его улыбку, и интуитивно принцу эта улыбка показалась неимоверно фальшивой. И вот, когда он сделал глубокий вдох и приготовился ответить, слабое свечение нескольких бабочек, что летели впереди и разведывали путь, неожиданно погасло. Все вокруг погрузилось в темноту. Хуа Чен быстро схватил Селяня за руку, и в мгновение ока вместе с ним оказался на обочине главной улицы. Селянь понял, что-то не так, и спросил, понизив голос: «Сань Лан, к нам что-то приближается». Пусть во внезапно воцарившейся темноте Селянь ничего не видел, все же неотступно следуя за Хуа Ченом, он без приключений забрался в чей-то дом и там спрятался. Голос Хуа Чена раздался возле его уха: «Да». Во тьме внезапно послышался весьма странный звук. Бум-бум-бум. Он раздавался еще довольно далеко, но потрясал тяжестью, а раз от раза источник звука становился намного ближе, значит, и двигался с удивительной скоростью. Селяню этот звук непонятным образом казался знакомым, он наверняка уже где-то слышал его раньше. Когда грохот приблизился, принц выглянул наружу. Так и есть. На главной улице подземного города появилась женщина в свадебном наряде. Но, несмотря на это, ее одеяние было изодранным и потемневшим, так что от него сквозило зловещей мрачностью. Узкое лицо обладало высокомерной красотой, но дыхание жизни на нем отсутствовало, над головой же кружился тускло-зеленый призрачный огонек, который оттенял и мертвенно-бледный облик так, что белизна становилась зеленью. На руках женщина несла ребенка, такого же бледного, но при этом дышащего жизнью не в пример и самой. Очевидно, живого человека. Снова встретились со старыми знакомыми, заключил Хуа Чен. То была демоница Сюань Цзи, а с ней малыш Гуцзы.